меня много друзей, которые 15 лет в IT, но никто из них никогда не считал, сколько на самом деле стоило времени и денег, чтобы в это самое IT попасть. Стоимость — это только обучение, техника и время до первой работы. Да, нам платят деньги за нашу работу, мы айтишники. Я предлагаю смотреть с двух позиций. Во-первых, время и ресурсы, сколько нам нужно потратить. Вот, давайте на это вот и посмотрим. Я решил представить весь этот путь как процесс, как бизнес-процесс, давайте его так и рассматривать, в котором есть явные этапы, какие-то подпроцессы и какие-то переходы в этих процессах. Самое главное — это базовое развитие. У каждого человека есть какой-то набор навыков. Это база, с которой мы работаем, трудимся. На эту базу мы уже насаживаем профессиональные навыки. После этого я бы выделил специализацию, потому что одних базовых каких-то наборов навыков недостаточно. Нам нужно в какой-то нише все-таки преуспеть. Например, бизнес или там процессы. Вот. И мы это можем сделать там, с помощью курсов или универа. Но обычно, так как вот специализация, она такой процесс не очень прозрачный, понятный, обычно запутанный, и все наводят шороху, типа, это магия, ты не знаешь, как стать там, профессионалом, тебе нужно обязательно, и куча таргетов вас летит, чтобы вас еще окончательно запутать с тем, как стать специалистом. То и люди, чтобы навести порядок в голове, идут на какие-то дополнительные курсы, и это обязательно какой-то этап. Вот у нас 3 этапа, связанных с обучением, приобретением навыков. Но потом есть важный этап, про который мало кто думает вообще как этап отдельный. Это продажа ваших услуг. То есть давайте так. Вы либо продаете товар, ну, например, вот пульт, да, я его взял, продал, да, взял второй пульт, продал. Вот у меня такой процесс продажи каких-то вещей. То есть я тогда продаю какой-то товар. Но зачастую мы, как айтишники, находимся в сфере услуг, и мы продаем свои знания, навыки, вот это вот что-то эфемерное. То есть мы продаем свои услуги по оказанию, по разработке там, программного обеспечения или по дизайну. То есть у нас есть клиенты, мы должны заботиться о наших клиентах. Даже если мы работаем на кого-то, на дядю, представляйте этого дядю клиентом. Самое главное — выполнять обязательства. То есть мы продаем какую-то услугу, обещание, что мы эту услугу сделаем, и мы выполняем это обещание, что мы действительно эту услугу делаем и делаем качественно. И вот это вот как раз и есть профессиональная часть, к которой мы стремимся. То есть вот вся наша карьера от обучения до оказания услуг, вот, это наш путь. Сколько времени вам нужно на получение базового развития? Обычно нам говорят про 18 лет. То есть, типа, ты вот там родился, 18 лет ты там как-то развивался с помощью родителей, садиков, для того, чтобы получить просто базу, с которой ты поедешь дальше развиваться. Почему я тут нарисовал кружочек с некоторой адаптацией? Это какой-то процесс, к которому ты привыкаешь. Чтобы перейти из одного процесса в другой процесс, тебе нужно время на адаптацию. Потому что следующий процесс — это специализация. То есть ты, когда идешь там, условно в универ, ты получаешь специализацию, чтобы ты мог решать там условно проблемы, они тебе дают проблемы, ты их решаешь. Это другой процесс. К другому процессу нужно время, чтобы привыкнуть и преуспеть. Да, то есть вам нужно время на адаптацию. Это момент, когда вы хотите соскочить и говорить: блин, зачем оно мне нужно, мам, пап, я не хочу этим заниматься. Вот. Это тот самый момент. Короче, на специализацию вам надо потратить еще 4 года, потом еще 1 год на дополнительные курсы, и только потом вы перейдете к продаже услуг. При том, что, смотрите, тут тоже есть время на адаптацию после обучения всех. Если вы не адаптируетесь, вы будете пытаться дальше все постоянно учиться. Да, потому что вы адаптировались к обучению, вы умеете учиться, вы очень долго учились, вы очень сильно адаптированы к обучению. Но чтобы вам зарабатывать деньги, вам нужно другому процессу адаптироваться. Вам нужно адаптироваться к процессу продаж услуг. Вам нужно еще время, чтобы в этом процессе преуспеть. Это примерно 6 месяцев. То есть если вы вот никогда не продавали своих никаких услуг, то будьте готовы, что полгода, если вы будете просто постоянно писать, пробовать разные подходы, смотреть всякие ютубы, что-то там экспериментировать, то, скорее всего, до первой нормальной сделки у вас уйдет полгода. Это вообще нормально, что это займет так много времени. И дальше у вас в среднем люди работают на первой работе, первая успешная сделка, где-то 3 года. Да? То есть вы делаете 6 месяцев сделку, чтобы потом 3 года ее выполнять и почувствовать, что вы действительно можете делать эту работу. И опять же, в этом процессе вы продавали,
а выполнять обязательства вам нужно адаптироваться к другому процессу. Тут есть тоненький момент, что если вы научились продавать, вы сделали хорошую сделку, то следующий процесс вам надо просто выполнять обязательства, и вы как бы разучиваетесь продавать. У вас вот эта вот адаптация должна быть в обратную сторону, если вы вдруг хотите новую сделку сделать. И в этом маленький прикол, и он очень важный, он на самом деле опытных разработчиков это ловушка. Давайте перейдем к самому интересному. Давайте посчитаем, что, где, сколько стоило, и подведем какой-то такой базис от рождения условно до деловой карьеры, сколько нам нужно денег. В каждой стране есть некий индекс, сколько вам нужно на то, чтобы вырастить ребенка. То есть для Москвы, я решил по Москве смотреть, потому что у меня больше всего подписчиков в Москве. Вот, по Москве будет $500 в месяц на ребенка. То есть неважно, это личинка или это 16-летний подросток. То есть мы берем среднее значение между вот этими двумя величинами. Так вот, среднее значение до $500. Мы умножаем 12 месяцев на 18 лет, получаем что-то вроде 100 плюс тысяч долларов. Ну, предположим, что вы где-то балуете ребенка, где-то там поездочки, еще что-то. Ваша реальная сумма может быть больше, то есть 170 тысяч долларов. То есть вот в таких диапазонах стоит вырастить ребенка до 18 лет в Москве. Ни хрена себе, я бы сказал. Примерно такие же цифры есть на среднее обучение на какую-то специализацию. Я, конечно же, выбрал айтишную специализацию, опять же, и посмотрел средние там специализации. То есть, если мы говорим про какие-то технические университеты, то стоимость обучения в среднем где-то $3500 в год. Да, вы, конечно же, можете учиться бесплатно. То есть, давайте посчитаем грязные деньги, чтобы потом посмотреть, где что мы можем оптимизировать. И это будет в конце этого видео. Мы считаем 3500 на разработку, на обучение в год, умножаем на 4 года, плюс нам же нужно где-то жить и есть. То есть, если здесь мы говорим, до 18 лет человек, скорее всего, будет жить с родителями, и родители будут платить за него $500 в месяц, то где-то здесь, когда он уже будет учиться в универе, скорее всего, вы захотите съехать от родителей, жить в общаге, там, не знаю, снимать квартиру, быть самостоятельным. То, в свою очередь, потребует от вас дополнительных $300 минимум на проживание и еду. Вот. Так что мы получаем примерно такие цифры, что для Москвы, чтобы учиться в ВУЗе, вам придется потратить за все обучение 27 тысяч или 38 тысяч долларов, смотря как вы будете жить. Вы можете и больше потратить, то есть 27 это супер скромненько вы будете учиться. Вот. Но что еще интересно? Интересно то, что если мы добавляем сюда 1 год дополнительного обучения, что у меня есть курсы, которые за $1500 и 9 месяцев позволят вам построить невероятную карьеру как фуллстек разработчика и полностью погрузиться в веб и все изучить. На это не надо много времени, я вас уверяю. То есть это все bullshit и исходящие от этих ребят, которые привыкли учиться по 100 лет. Вот, за 9 месяцев вы занесете $1500, плюс вам надо 9 месяцев опять же кушать и так далее. И среднее обучение такое вам обойдется от 3 до 5 тысяч долларов, что ни хрена себе немало. И только потом зачастую люди начинают искать свою работу, им все еще нужно кушать и жить где-то. И поэтому на поиск первой работы вам еще придется заинвестировать где-то 1500–3 тысячи долларов. Вы как бы скажете, ну, Егор, камон, это сколько, это что это такое ты придумал? Я вам скажу, что давайте будем реалистами, просто вот эти все цифры попытаемся грязным образом суммировать. Мы не будем учитывать инфляцию, то есть грязными. У нас получается 132–216 тысяч ваши родители или кто-то, где вы брали ресурсы, я не знаю, кто-то заинвестировал в вас 216 тысяч, чтобы вы пошли только на первую работу. То есть, когда вам кажется, что где-то что-то дорого, вы посчитайте, сколько вы на текущий момент платите. Ну, а теперь самое веселое. Когда вот этот минус, с которым мы начинаем карьеру, когда этот минус хотя бы в плюс перерастет. Ну, давайте прикинем, сколько они зарабатывают. То есть, предположим, вы за первый год будете зарабатывать $1000. Ну, то есть в месяц $1000 звучит вроде бы немало, но за год это всего лишь 12 тысяч долларов, плюс и есть еще налоги, всякие платежи, вы все еще кушаете. И я решил не считать, что вы кушаете, чтобы цифры вы увидели самый оптимальный идеальный сценарий, когда вы хотя бы в ноль заработаете. Во второй год у вас уже зарплата 2000, там $1500, а в третий год, ну там,
хотя бы 2, да? А в третий год у вас уже хотя бы 3, и в четвертый год вы уже хотя бы зарабатываете 4 500, вот. То есть за 4 года 4 500 вполне реальные деньги. То есть ваша карьера, она вот так стремительно развивается. И тогда за 3,5 года вы можете окупить те деньги, в которые вас инвестировали родители. То есть вот эти минимальные 32 тысячи. Но чтобы окупить вам 216 тысяч долларов, а как я говорил, мы не учитываем инфляцию, то в идеальном мире вам надо проработать почти 5 лет при условии, что на 5-й год у вас зарплата будет почти 7 тысяч долларов. Да? Вот 7 тысячами долларов в кармане вы за 5 лет сможете окупить вложенные вашими родителями в вас средства. Вот представьте. И тогда самый грустный, ну это без учета налогов, без учета расходов. Да? То есть с налогами и расходами хорошо, если вы за 7 лет выйдете в ноль. То есть это хорошо, если. Тогда при этом, если мы все сложим, мы получим то, что к 30 годам, вот представьте, только к 30 годам вы выйдете в ноль. То есть проживая условно в Москве, зарабатывая немаленькие деньги, целых 7 тысяч долларов в месяц, пройдя вот этот долгий путь погружения в айтишку, карьеры там, изучая YouTube, курсы, заканчивая универы, школу, везде на отлично, вы к 30 годам только станете на ноги. Вы только рассчитаетесь по долгам ваших родителей, вы только выйдете в какой-то плюс и начнете реальный доход. Вы просто задумались, чего стоит ваша карьера. Если вы хотите сделать хорошую карьеру, вам нужно продавать свои услуги как можно раньше. То есть чем раньше вы начинаете заниматься продажами самих себя, своих услуг, работать с клиентами, что это клиент, это не какой-то большой американский заказчик. Это ваш клиент, которому вы продаете свои качественные услуги. Вот. Вы должны как можно меньше времени инвестировать в базовое образование. Вы должны учиться и сфокусироваться на том, что не надо просто так учиться. Да? Вы должны учиться у тех, кто поможет вам быстрее начать продавать. Ну, чем быстрее вы найдете работу, тем лучше для вас, потому что вы быстрее начнете окупать все ваше обучение дальше. Может ли те люди, которые вас учат, помочь вам продавать вас дороже? Хорошо, если вы будете зарабатывать 7 тысяч. Я знаю, что многие 3 500 с трудом зарабатывают или 4 500. Да? То есть спустя там, 5 лет, 15 там, работы у многих зарплата 4 500. Ну, серьезно, вот, я без шуток говорю. Это значит, что вот вложенные все ресурсы в ваше обучение окупятся к годам 40. То есть представьте, это же трэш. Как быстрее продавать, как меньше тратить времени на общее обучение, как можно продать быстрее, сделать первую сделку в вашей жизни, найти профессиональную работу по тем навыкам, которые вам важны, и как эти навыки продать как можно дороже. То есть это то, что вас должно беспокоить, если вы занимаетесь продажей услуг. Давайте посмотрим на другую схему. Предположим, вы решили начать свою карьеру в 13 лет. Я знаю много людей в 16 лет, в 19 лет, в 20 лет, которые уже 5-6 лет занимаются айтишкой, и они очень крутые по скиллам. Ну, предположим, они начали свою карьеру в 13 лет. То есть, что тогда? Они сокращаются до 70-80 тысяч долларов. Во-вторых, предположим, эти люди в 13 лет, они вряд ли пойдут в универ, это просто невозможно. Это физически невозможно, поэтому они вряд ли туда пойдут. Да? Мы не берем в расчет, круто ли учиться в универе или плохо. Мы просто в 13 лет человек просто не может. Вот, поэтому он идет на дополнительные курсы и тратит, предположим, 1500 долларов со всеми прочими расходами, как мы считали. Предположим, он потратил еще 5000 долларов, инвестировал в 13 лет на свое обучение. С родителями договорился. Не знаю, показал это видео маме и сказал: мам, посмотри, вот тут рассказывают, давай вот так все-таки сделаем и не будем тратить мои там 27 лет жизни. Вот. И, предположим, он начал же сразу же продавать. Конечно же, он не умеет. Ну, конечно же, если родители его не умеют продавать и делать там хорошие сделки, то и ребенок вряд ли будет это уметь. Поэтому он просто как-то пробует. Но предположим, что за год, полгода у него все-таки получится сделать сделку. Он будет говорить, что мне не 16 там, лет или 15 или 14, а мне там 21, 27. Короче, рано или поздно у него получится, и, предположим, он заинвестировал сюда 3000 долларов, что тоже подъемные деньги. И тогда мы можем сравнить
время старта, то есть в деньгах, в ресурсах. 16-летний человек, если он начал карьеру в 13, он на свое обучение вообще денег родителей потратил $80 тысяч, 86. Вы же на свои 25-27-летние потратите 130-216 тысяч долларов плюс инфляция. И тут инфляция. Но в любом случае мы в абсолютных числах считаем. Как видите, тут в 1,5 раза меньше. Да? Он окупит свое обучение и вообще вот эти инвестированные в него деньги по той же самой шкале, вот как мы вот здесь считали. То есть ему, чтобы окупить свою карьеру, нужно еще 3 года. То есть он начнет с косаря и пойдет, как и все остальные, и заработает 80 тысяч долларов где-то за 3 года. Вот. А это значит, что 19 годам 13-летний карьерист уже вас догонит, вас, 30-летних чуваков, вас догонит 19-летний школьник. Представьте, все школьники резко, вот просто вот все, посмотрели это видео и сказали: да, Егор, мы сейчас так и сделаем. Половина бы программистов 30-летних потеряла бы работу. Просто банально потеряла работу. А представьте, это строители или дальнобойщики или еще что-то. Дело не в детском труде. Дело в том, что молодежь очень легко уделает за пояс стариков, потому что они учатся быстрее, у них гибкое мышление, они могут быстрее все пробовать, быстрее адаптировать, быстрее решать проблемы. Они просто лучше вас, стариков, просто лучше. Теперь берем вот в расчет вот это вот и получаем, что за 11 лет таких школьников будет в 11 раз больше, чем есть сейчас. То есть через 10 лет конкуренция будет такая высокая, потому что к этой схеме рано или поздно многие придут. Это сейчас, это конкурентное преимущество. Пройдет 5-7 лет, процесс образования может перестроиться, то есть людей начнут чуть раньше готовить. Но все равно в обществе есть необходимость молодежь замедлить. То есть, как бы ни казалось это странным и нелогичным, но есть необходимость их замедлить, чтобы они начали карьеру как можно позже. Тогда не будет вот этого переизбытка, например, программистов, не будет какого-то хаоса на рынке, будет какой-то порядок. А иначе будет социальное напряжение. То есть одни люди резко теряют работу, другие резко ее забирают, потому что они более агрессивные, они более быстрее, они лучше учатся, они более лучше, просто лучше. Вы, конечно же, возьмете более лучшего человека на работу. А следовательно, вам надо уволить худших. У худших будет меньше шансов устроиться на работу. Значит, у взрослых людей будет меньше возможностей, хотя они вложились одинаково деньгами и временем, ну то есть старики вложились больше времени и денег, чем молодежь, но они проигрывают конкуренцию, потому что молодежь просто их начинает карьеру сильно раньше, и все. Это социальное напряжение, которое система образования и пытается устранить на текущий момент. Нет никакой задачи вас учить в университете. В большинстве университетов нет никакой задачи вас учить. Есть необходимость как раз вас растянуть, чтобы к годам 40, к 45 у вас был дом, квартира, там, машина, вы там успешно создали ребенка, и чтобы он тоже, вот какие-то понятные циклы происходили. Нет необходимости никому в 20 лет давать все. Там, квартира, машина, вот себе, живи, кайфуй от жизни. Такой задачи не стоит, и никто к ней не стремится. Вы либо сами берете и делаете, либо вы идете по общему скрипту, который кто-то, какой-то дядя там, с усами придумал. Что же дальше? Вы так и будете по этому пути ехать или будете смотреть, а что можно сделать дальше? Если вы хотите делать что-то дальше, вам нужно задуматься на тему того, что обучение должно пройти через всю вашу жизнь. Вы должны постоянно левелапаться и грейдить самого себя. Вы должны быть лучшей версией себя год от года. Смотрите, что было раньше. То есть раньше священники, церковники где-то в 1088 году собрали первый университет, Болонский университет. И вообще они столкнулись с одной проблемой. Как передать власть? Вот это общая проблема. Мы стареем, умираем, нам нужны молодые люди, которые нас заменят, чтобы мы не потеряли власть. То есть мы каким-то образом ее получили, но нам нужны преемники, которым мы отдадим, и они должны быть не тупые, чтобы они не просрали там, за следующие там, 5-10 лет. Да? То есть мы их должны тоже подготовить, научить, по каким-то программам прогнать, чтобы они были молодцами и не упустили какие-то рычаги правления.
Вот, с такими целями появились в 1888 году и позже, в течение 100 лет, очень много университетов. Их никто не основывал. Они появились по запросу, по проблеме, что нужно на свое место ставить кого-то, кто умеет делать дела. Так вот, они выбрали несколько тем, которые вам было бы неплохо изучать и совершенствоваться в них. Они выбрали критическое мышление, психологию и речь. То есть вот, по сути, 3 направления, по которым учили людей. Зачем? Их учили управлять государствами, их учили быть политиками, их учили сделать сделки, их учили торговаться и договариваться, не соглашаться на какие-то галимые условия. Вот. По сути, к этому пришли ребята в церкви, да? То есть 1000 лет назад. Тысячи, то есть не месяц назад, 1000 лет назад. И вообще они выделили вот такие предметы, которые вы можете в целом тоже изучать. То есть они выделили теологию, это по сути там наука о Боге, да? То есть это как раз таки часть философии и рассуждения, чтобы вы могли прийти в любую там условно группу людей и разговаривать с ними на их языке, понимая их философию, понимая вокруг чего строится их мышление, чтобы управлять ими. Да? Поэтому нужна философия и риторика. Риторика нужна, чтобы торговаться, договариваться, сделать сделки, продавать. То есть вам как минимум нужно красноречие. Вот. А также нужно знание права, чтобы вас не кинули, если вы сделали сделку, чтобы в договоре не было какого-то мусора. Или даже вы запустите свой стартап, и вас просто кинут из-за того, что вы не знаете каких-то там правил и прав. Вы тоже должны разбираться в законодательстве достаточно неплохо, чтобы мочь строить гипотезы, что легально, где что выгорит, где что не выгорит, чтобы как-то ориентироваться в пространстве. Плюс они изучали литературу и изучали медицину. Про литературу могу потом отдельно рассказать, это вне рамках этой темы. Медицина нужна для того, чтобы вы могли свое здоровье хотя бы поддерживать и знать, как вы устроены, как сделать вас более гармоничными, чтобы вы заботились о своем теле и просто банально не умерли. Вот. В современном мире дальнейшее обучение может идти примерно вот так. То есть вам просто вот этого психологии критического мышления и красноречия может не хватить, если вы захотите руководить компанией. Ну, или открыть свою компанию. В любом случае вам придется чем-то руководить другими людьми. Да? Вам может не хватить знаний, поэтому есть такая часть, как MBA, это такое высшее образование, где вас учат просто администрированию, управлению компанией, с другими людьми, которые на этом же уровне, вы учитесь и вместе приходите к выводу, а как вообще получше было бы управлять на текущий момент моей компанией. Вот. Что это говорит? Это люди развиваются дальше в понимании бизнеса и понимании бизнес-мышления. Что надо знать, как этим управлять, какие ресурсы должны быть. Вот. То есть ваша дальнейшая карьера должна строиться примерно вот туда. То есть IT, если посмотреть вот на все, что я вам тут рассказал, это не конец. То есть если вы тут начали, это не значит, что вам надо здесь же закончить и потом пойти на кладбище. Это старт. Вы заработали денег, заработали свой стартовый бюджет, и дальше вы двигаетесь и строите свою карьеру в другом и, может, разных направлениях. То есть IT хорошо для старта. IT очень хорошо для старта в наши дни, потому что можно начать очень рано, в те же 13 лет. Но чтобы преуспеть и вообще свою жизнь сделать прекрасной и кайфовой, вам надо понимать, что IT — это только старт, и дальше будет еще много всяких прикольных и интересных приключений. Хорошо, если вы не будете старым к этому моменту, и вам не будет 40 или 50 лет. Не работайте в IT, особенно если вы понимаете, что вы к IT не очень подходите. Я уверен, что если вы просто сядете и хорошо подумаете, порисуете похожие схемки или даже придете на мой курс по бизнес-мышлению, я вам все расскажу, как вы можете сделать свою карьеру куда как веселее и круче и заработать больше денег. Поэтому найти мир не сошелся и не закончился. Поэтому предлагаю вам сильно задуматься, а стоит ли работать в IT, если вам уже за 35-40. Вот. Возможно, не стоит. Увидимся в следующих видео. Всем пока!